Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб полесский. Хлеб полесский готовят опарным и безопарным способом. Я предлагаю приготовить его опарным способом на густой опаре. Для опары возьмем все указанные для нее ингредиенты и замесим. Замес опары производится для того, чтобы насытить тесто достаточным количеством кислорода и тем самым стимулировать рост дрожжей. Хлеб полесский вырабатывают из муки пшеничной высшего сорта подовым массой 200 и 400 грамм и добавляют туда молоко сухое обезжиренное, сахар, песок, маргарин и соль. Форма хлеба продолговатая, с округлыми концами и с 5-6 надрезами. Хлеб полесский по своему составу очень похож на батон нарезной, с тем отличием, что в него, в отличие от батона нарезного, входит порошок сухого молока, а также пропорции маргарина, сахара и соли несколько варьируются. Сухое молоко и маргарин в тесто хлеба полесского можно носить в виде жиромолочной эмульсии. Я же просто развела порошок молока в воде, а маргарин довела до комнатной температуры и внесла впоследствии. Для теста вносим все указанные для него ингредиенты и замешиваем без маргарина сначала медленной, затем на средней скорости. Когда клейковина развилась до среднего уровня, вносим маргарин и продолжаем замес еще пару минут. Если у вас нет тестомеса, то вы легко можете вымесить это тесто руками. Оно очень комфортное и вымешивается довольно-таки легко. Вымешанное тесто помещаем на брожение при температуре 28-30 градусов на 60-90 минут. Готовое тесто достаем, подкатываем в шар и оставляем на рабочей поверхности расслабиться на 20 минут. Формировать заготовку можно различными способами. Можно сформировать ее по принципу багета, а можно раскатав скалкой в пласт, а затем свернув рулетом. Именно этот способ я и использовала в этот раз. Для этого раскатаем заготовку в пласт, а затем свернем рулетом. При этом необходимо следить за тем, чтобы при закатывании рулета натяжение по всей поверхности заготовки было равномерным, для того, чтобы избежать пустот в конечном изделии. Работать нужно либо на поверхности, которую вы вообще ничем не смачивали, либо смачивали только водой. Использовать растительное масло или другой жир не рекомендуется, так как он создаст эффект слоеного теста, то есть слои у вас будут расслаиваться. Длина заготовки
где-то 22 сантиметра. Сформировав заготовку, оставляем ее на полную расстойку. Готовность расстойки определяем нажатием пальца. Если углубление от пальца очень-очень медленно возвращается в исходную форму, то заготовка полностью расстоялась и готова к посадке в печь. По ГОСТу делаем 5-6 надрезов и спрыскиваем водой из пульверизатора перед посадкой в печь. При посадке в печь также подаем пар первые 5-10 минут. Для придания глянца за 5 минут до окончания выпечки также спрыскиваем поверхность хлеба водой из пульверизатора. Хлеб полесский имеет очень мягкую, тонкую, золотистую корочку. Цвет должен по ГОСТу быть от светло-коричневого до коричневого, без подгорелости и излишней бледности. Если расстойка у вас была проведена правильно, то никаких боковых подрывов на готовом хлебе у вас не будет. Как вы видите, мякиш у хлеба полесского очень эластичный и воздушный. Он моментально принимает изначальную форму после нажатия пальцами. Интересный факт, что несмотря на свою схожесть, хлеб полесский и батон нарезной по ГОСТу относятся к разным категориям. А именно, хлеб полесский относится к хлебным изделиям, а батон нарезной – к булочным. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!